Пока изображающие сведомый политикум клоуны поют в пассе гимн Украины и исполняют там же нацистское приветствие, европейские бюрократы неуклонно гнут свою линию. Линия эта заключается в том, чтобы изолировать украинский патриотический гнойник, к созданию которого сам же Евросоюз приложил руку. Много ли надо сведомому? Достаточно прочесть где-нибудь, что западные господа похвалили своих чубатых холопов и день удался. Вот вам, друзья, из недавнего. Давайте почитаем, что об этом пишут в СМИ. Украина может быть включена в немецкий список безопасных стран. Казалось бы, перемога, но она, как водится, оборачивается зрадой, если прочесть хоть немного дальше заголовка. МВД ФРГ планирует включить в данный список 14 стран, включая Украину. Данное решение должно упростить высылку в эти страны мигрантов, чьи ходатайства об убежище в Германии отклонены. Об этом сообщает Deutsche Welle. Ой, то есть что же получается? В список Украину включают только для того, чтобы на законных основаниях отказывать в предоставлении убежища? Да, именно так. Посмотрите, какие еще государства Германия намерена признать безопасными. В июле 2018 года в список были включены такие страны, как Тунис, Алжир, Марокко и Грузия. Теперь же планируют добавить Украину, Беларусь, Молдавию, Кубу, Колумбию, Вьетнам, Танзанию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинею-Бисау, Центральноафриканскую республику и Чад. Колумбия, где так и не смогли победить наркомафию, это, оказывается, безопасная страна. И Центральноафриканская республика, куда отправил на смерть российских журналистов Ходорковский, тоже. Есть еще вопросы по этой перемоге. Кстати, есть у перемоги и другая, тоже травмирующая сведомых грань. Запад же верещит, что в Беларуси тоталитаризм. А тут внезапно Германия считает тоталитарное государство таким же безопасным, как демократическая до свиных ушей Украина. Это ли не тонкое издевательство над укропатриотами и змагарами? Вопреки радости сведомых, присвоение Украине статуса безопасного государства – еще один последовательный шаг в сторону слива евроинтеграционного проекта. Если помните, в мае у сведомых тихой сапой фактически отняли безвиз, заменив его предварительной авторизацией для тех, кто хочет совершить поездку в ЕС. Новые правила посещения Евросоюза для тех, кто намерен ехать в рамках безвизового режима, фактически означают отмену безвиза. Однако, чтобы не привлекать внимание к своим действиям и не раздувать скандал, Брюссель произвел эту отмену малозаметным бюрократическим способом. После вступления новых правил в силу, каждый, кто едет из Украины в ЕС без визы, обязан будет пройти так называемую предварительную авторизацию. Им придется заполнить заявку в интернете на портале Европейской системы авторизации путешественника ETIAS, прикрепить требуемые документы, уплатить пошлину в 7 евро и дождаться получения специального разрешения. Да, они эту систему не сразу запустят, но запустят точно. Вот сентябрьская новость по теме, скромно просочившаяся в УКРОСМИ. Совет Европы на заседании 5 сентября принял постановление о создании Европейской системы информации о путешествии и авторизации ETIAS. Об этом сообщает пресс-служба Совета. Предполагается, что система ETIAS будет запущена уже к 2021 году. Система предназначена для проведения предварительных проверок лиц, которые собираются въехать на территорию Евросоюза и при этом имеющих гражданство стран, не нуждающихся в визах. Действия евробюрократов не оставляют сомнений в том, что они планомерно готовятся избавиться от токсичного украинского актива, превратившегося в чугунную гирю на их ноге. Да, не торопятся, видимо, ждут достройки Северного потока-2. Но и отказываться от слива проекта желто-блакитного рейха не собираются.